Исполнение наизусть является истинной проверкой знания произведения. Но память не работает сама по себе, она представляет собой сотрудничество различных видов памяти. Какие именно виды я имею в виду и как это помогает запоминать музыкальное произведение, я сейчас попытаюсь рассказать. Известно, что значительная часть учащихся строит свои повседневные занятия на основе многократных, однообразных и стереотипных повторений разучиваемого произведения. В результате выученное наизусть лишено осмысленности, художественности и учащийся играет одни ноты. Поэтому современная педагогика считает, что запоминание, идущее от понимания материала, его осмысленного усвоения, превосходит запоминание, оторванное от понимания. Работа над произведением в условиях низкой интеллектуальной активности, недопонимания материала, безинициативное отношение к работе, высиживание за инструментом часами, используя бессодержательные приемы – все это тормозит результат. Продуктивность падает, качество игры не растет, а вы считаете фортепиано тратой времени и вините все и вся, но только не себя. У высококвалифицированных исполнителей запоминание происходит в условиях интенсивной эмоциональной и интеллектуальной деятельности и основывается на осмысленных приемах и способах работы. Любое тупое, на обывательский взгляд, повторение является у них элементом интеллектуальной проработки. Поэтому, по моему мнению, приступая к какой бы то ни было работе, нужно, говоря словами Мэтнера, всегда знать, над чем работаешь, что именно делаешь, какую имеешь цель, то есть при работе всегда думать. Итак, музыкальная память – это сотрудничество памяти уха, глаза, прикосновения и движения. И опытный музыкант обязательно по максимуму использует все эти типы памяти себе во благо. Начнем с памяти уха, то есть слуховой памяти. Слуховая память должна руководить мускульной, тогда исполнение будет музыкальным. Чтобы выработать в себе эту привычку, нужно стараться мыслить музыку не в черных и белых символах на бумаге и клавишах на инструменте, а в звуковых образах. Это и есть слуховая память. Это расширит исполнительские возможности, потому что, скорее всего, мускулы, действуя менее механично, будут с большей готовностью отвечать вашим намерениям. Память глаза или зрительная память. Все видят ноты перед собой по-разному. Один мысленно видит страницу нотного текста в мельчайших подробностях. Другой представляет себе в памяти эту же страницу очень расплывчато. Третий вообще не умеет представлять страницу своим внутренним взором. Но даже этот третий, последний, может запоминать музыку не хуже, чем первый, обладающий острым умственным видением. Можно запомнить произведение, вовсе не видя его. В принципе, так учат слабовидящих. У них есть своя специальная нотная запись. Зрительная память может быть очень полезной, но она отнюдь не обязательна для исполнения без нот. Ведь каждый должен решить для себя сам, в какой мере ему следует полагаться на тот или иной вид памяти. Возможно, будет удобнее полагаться на острый слух, не мускульные ощущения. Хотя если и зрительно вы помните, на какой строчке и на какой странице в данный момент находитесь, это только вам в плюс. Идем дальше. Память прикосновения, тактильная память. Этот вид памяти лучше всего развивается игрой с закрытыми глазами или в темноте. Это приучает более внимательно слушать себя и контролировать именно ощущения. Ощущения кончиков пальцев. И последнее. Память движения, мускульная память. У исполнителя мускульная, или ее еще называют моторная память, должна быть хорошо развита, так как без мгновенной нервной реакции на прикосновение, так же как и на слуховое восприятие, профессиональная техника невозможна. Движения не должны быть механическими, они должны быть автоматическими. Точнее их назвать подсознательными. Только научившись играть не глядя, можно наконец понять для себя, как надежно бывает именно моторная память, которая включает в себя еще и чувство направления руки и даже ног при исполнении, движение кистей, локтей, ваши повороты,
То есть ваше тело само находит свой путь, подчиняясь привычке. Подводя итоги, хочу сказать, что моторная и тактильная память фактически неотделимы друг от друга. Но в процессе заучивания с ними должны сотрудничать и еще какой-нибудь из видов, то есть слуховая или зрительная память. Лучше, когда все вместе. И вот такой своеобразный квартет и формирует привычки при исполнении того или иного произведения. Но всякое бывает, и такой вот ансамбль способен выкидывать и неожиданные фокусы, поэтому воспитание и тренировку этого квартета должен взять на себя опытный дирижер. А именно ваш чистый разум. Потому что моторная память вообще с трудом поддается власти разума, да еще вам может мешать и ваша рассеянность, например. А она вообще, гадина такая, может сбить с толку весь ансамбль. Но когда память с ее подвидами подогревается вашим интересом, а также трудолюбием и включенностью в процесс, привычки очень быстро усваиваются. И хорошо натренированные они прекрасно работают, только если разум не капитулирует перед печально знаменитым волнением. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!